Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем бустить капибарку Куина на 13 уровень, потому что жетончики есть, да, именно поэтому. Ну и потом уже будем бустить рейтинг и все дела, потому что, как бы, капибар, 13 уровень, это почти что, ну, фулл прокачка, на самом деле, потому что вы же имеете практически максимальные атрибуты, где они нужны, да, ну и все такое. Мы, наверное, сейчас возьмем вот так вот и возьмем... Я бы хотел сказать full ветку, но эту full ветку брать не будем. Возьмем 3 атрибута, вот 3 параметра прокачки до 14 уровня. Такие вот дела. 1116 хп. А тут 7444. Красиво. Ну, сейчас узнаем, сколько это будет. Мне просто лень считать. Ну и вот он. 13 уровень капибары Квина. Лучадоры Квина, да. Гранатка. 500 хпшечки, точнее 500 урончика накидывается. Один атрибут. И, конечно же, дробовичок, куда без него. Он нам нужен. Ну и вот, все. По сути, имба готова. Давайте глянем, нет ли здесь атрибутов других. Нету. Ну, значит, так и оставляем. А теперь давайте распределим. Целый один атрибут. Ух, целый один атрибут. У нас идет бомбу. 1% бомбы уже ничего не даст. А вот перезарядочка, наверное, даст. Дальность я, опять же, бустить пока что не хочу, поэтому делаем так. Пока что играем такую, знаете, ближнюю Queen. А дальше на 1200 рейтинга бустаем и посмотрим, что с ней будет вообще. Нужна ли ей дальность от гранаты. Ну, как по мне, нет, потому что персонаж прыгает. Да, такие дела. Ну и погнали. Как бы 3 слотика пока что, да, никуда деваться тоже не получится. Сборочка, как говорится, ну, максимально адекватная. Урон, подвижность и отхил от зубов вампира, потому что хп у Квина много. Достаточно много. Поэтому ему укол адреналина, ну, не приоритетно. Вот, такие дела. Ну что, время устраивать рестлинг. Сюда, вот таким вот мощным рывком. Кстати, когда у него будет первобытный инстинкт, у него добавится стан с прыжка. А это значит, что капибарка сможет понагибать. Ну, видимо, остальная моя команда немножко вот это вот двое неадекватны, скорее всего, потому что они не видели почему-то серебряный дробовик, серебряную гранату. Я не знаю, почему они не видели, зато легендар дроп они разолтали. Шустряки. Джейт у нас забрала легендар дроп, ну, кажется, ладно, фиг с ним. Пусть будет у нее. Хотя я 100% даю гарантию, что будет бесполезно. То есть умрет за секунду и как бы, и все. И это я могу сказать уже 100%. Там сандали святого как бы на 8 уровне, то есть два... То есть, понимаете, вот у персонажа 2 варианта. Точнее, 2 предмета на выбор. Из всех, что есть в командных боях. То есть это даже не зубы вампира, понимаете? Это вот что-то непонятное, никому не нужное, в общем, я не знаю. Там у нас кролик в скипе, конечно, хорош, заметьте, прыгает, разваливается, красиво делает. Нужно пока что не давать противникам спасать друг друга. В принципе, что я делаю. Но кроль хорош, видно, вот адекватный игрок, наверное, выбил недавно короля. Красиво играет, прыгает, все дела, вот видите? Красавчик, вообще просто красавчик. Попытаюсь я что-то сейчас сделать. Вот, дробовик хороший у Квина. Дальность мне нравится. Ну, посмотрите на эту дальность. Средний дробовик, да? Как я вот говорил в самом начале. Средний дробовичок, который разваливает. Опять же, нужно не забывать пользоваться ботинками. Да, прекрасными. Блин, 13 уровень, а мне так больно дамажит. Но мы победили, поэтому... Ну, это сквад, я имею в виду. Кстати, заметьте, у них там кто-то был в отряде. Не помню кто. Может, Хамелеон. Он уже убежал. А, нет, Хамелеон здесь. Кто же там был? Ну, неважно вообще. Кто-то был, но он решил убежать вместо того, чтобы... быть вместе со своими ребятами в складе. Ля, сюда подошли просто. Какой царский Квин. Зацените, как залетает, а? Мощь. Просто мощь развала кабин. Так, ну, стеночки поставим, они нам не нужны. И залутаем арморчик. Прекрасный. Так, кто эти стеночки ставит, ну? Точнее, подбирает. Все. Ну, вот так вот, ребятки, да. Ну, хотя бы он не бегал 5 минут от нас, не прятался в бочках, в кустах. Хотя бы так, да? И то хорошо. Получше, чем обычно это бывает. Изи, быстрый бой, значит, изи, быстро забустим рейтинг, как говорится. Ну, отправимся сразу в следующий бой с командой рандомчиков. Вот видите, иногда даже попадаются адекватные игроки на 1000 рейтингов, кстати, если что. Надеюсь, это не тот кролик, как бы, а то будет обидно, если он нас затащит, а мы его нет. Ну, мы посмотрим еще. Может быть, мы его затащим. Запрыгиваем, разваливаем ботиков. Остальная моя команда, видимо, не очень, ну,
вы все сами видите. Я не знаю, что будем сейчас делать. Как бы один кенгуру в команде адекватный, все остальные, ну вот. Ну вот, как бы и все. И что с этим делать, я без понятия. Ну, посмотрим. Возможно, стоит сыграть с кенгуру. Как бы и на его защиту сыграть. Не знаю, будет это профитно или нет. Может быть, он только прикидывается адекватным. А на самом деле не очень. 13-й баг. 13-й баг, может, ты будешь играть командно, не? Ох, замечательно было бы, если бы он играл командно. Было бы замечательно. Нет, это кролик Скипи какой-то другой. Тот был 9 уровня, а это у нас только 8-го. Я, как всегда, всем промахиваюсь красиво. Ну, это я, да. Тайминги, все дела. Другие от нас убежали, бросили акула своего единственного 11 уровня. Бедняжки. Кстати, вот этот смайл топовый. В любой ситуации нажимаете, просто как бы характеризует любую ситуацию одним смайлом. Убивайте противника такие. Не может быть. Умирайте сами тоже. Не может быть. Ну, в общем, топовый смайлик для Куина сделали. А кто это у нас тут такой? Кенгуру? 12-й, что ли? О, по кролик Скипи с легендарным луком. Понимаю, понимаю. А у него-то в команде, в принципе... Ну, если бы не он добил, то да. Можно было бы. Так, здесь Дона. Вырываемся просто, не даем противнику ничего сделать. Бьем, дамажим. Льва закидываем. Ну, хорошо, вот видите, баг адекватный. По сути, один адекватный игрок в команде. И все, как бы, и победка готова. Кенгуру умерли почему-то. Не знаю почему. Как бы, ну, смысла их резать нету, потому что, ну... Кто пошел на край зоны и умер там, ну... Да, это было гениально. Смотрите, сейчас что замутим. А, это ботик. Я думал, там противник бегает, это был ботик. Бака нельзя отдавать, но он вроде там не умрет, я думаю. Потому что противников осталось 5. Ну да, может и умереть, надо идти спасать. Нужно идти спасать этого красавца. А то вдруг откинется, вот что я потом с ним буду делать? Одному соло тащить как бы можно, конечно, это все-таки Квин. Ну а вдруг там будут какие-нибудь жесткие ребята, которые законтролят. Всякое может быть, понимаете? Кстати, вот заметьте, да, гранатка просто насквозь прокатилась. Может быть, я, конечно, ошибаюсь слишком сильно. А, тут одиночки остались, понятно. Понятненько, одиночки остались. Так, ну мы сейчас их развалим, скорее всего. Опа, кролик Скипи попался, ну басики. Вот видите, не ожидают противники, что ты будешь вот так вот действовать. И поэтому проигрывают. Ну, сандали святого на кролик Скипи, да. Надо уметь. Он все-таки хотел резнуть очень сильно Генри, но... Я был продуманный, поэтому у него это не получилось. Кстати, заметьте, как я часто использую пассивный навык Квина. Ну, вообще, его можно использовать. В идеале вот так вот, и как бы сразу выходите с воды, но, блин, слишком долго активация делает его бесполезным. Печально. Ну, разрабы умеют делать бесполезные пассивные, активные навыки. Это их профиль, так сказать. Даже на имбах каких-нибудь они все равно это сделают. Ну, почему бы нет? Так, ну кролик Скипи далеко не убежит. Далеко не убежит. 2 кенгуру у нас в команде умерли, сами знаете почему. А мы с Баком вдвоем вытащили каточку. Как бы почти 20 киллов на двоих. А что, нормально, да? Ага. Вот и я думаю. Нормально. А мы отправимся дальше бустить рейтинг, потому что уже выходим на 1000. Уже буду сейчас пожестче команды попадаться. Я надеюсь. Ну, хотя за меня уже попадаются 13 уровни, как бы, на 1200 рейтингов. Ну, а чё нет? Это же зуба. Так, ну чё? Равик у нас сегодня есть, да? Равик это хорошо. Очень хорошо. Нам бы дробовичок залутать. Но зачем? Вся команда решила его не лутать, пойти направо, потому что сюда побежал прекрасный друг Павлин, который гранатку не залутал. Так, ну мы сейчас же это сноем, скорее всего этого хватит, чтобы ее, ага, словить. Хватило. Брюсик здесь пытается, конечно, легендарный дроп поджать. Я ему не отдам. Ты шо? Задать Брюсу легендарный дроп. Обойдешься. Обойдешься, Брюсик. Легендарный дроп ему. 7 уровня. Я бы вот Равику... Нет, у Равика ж нет. Вот Эдни я бы отдал легендарную гранату, но, к сожалению, там Брюс бы ее залутал в любом случае. Поэтому нужно было действовать прямо сейчас. Не успеваем мы резнуть акула. Ну, как говорится, что он тут делал, когда мы были все там? Не понимаю. Ну, видимо, ему очень хотелось там что-то поделать, и он поделал. В итоге это привело к его проигрышу. Ну, остальные, как бы, противники тоже погибли, но... Я думаю, ему обидно, то, что он сейчас мог этот бой спокойно изи побеждать, но проиграл.
Надо играть командно, надо замутить. Как хотел сказать, надо затащить Эдну в нашу командную игру, но что-то не очень получается. И теперь надо решать, кого спасать. Эдну или этих двоих. Я думаю, спасем этих двоих, а Эдну трогать не будем. Как говорится, ну, не нравится и пусть умирает. Так, капканчики поставим на всякий случай, чтобы они не могли резнуть своих друзей. Они и так, наверное, не смогут, потому что я тут просто врываюсь в наглую и все убиваю. Так, ну, да, изи каточка. Правда, не знаю, как я убил Лео, чем я до него достал. Ну, ладно, победка. Моя команда там, если что, сами по себе только что умерли. То есть я был здесь, убил соло-сквад, они здесь стояли над трупиками противников и умирали. Понимаете, да? Ну, там вроде противников Рави был, да, он вроде кинул копье, наверное, кого-то убил, но все равно вот этот момент, как бы, стоишь, соло убиваешь сквад, твоя команда умирает ни от кого. Сами по себе. Ну, это выглядит просто именно так. Остался против нас один противник, который где-то сидит. Надеюсь, он просто бежит и ищет нас, да? Или они сидит в бочке, или на краю зоны, или еще где-то в кустах. Ой, короче, опять поиски эти нудные начались. Где же ты, последний наш друг? Где ты? Да. Вечные поиски друзей в зубе. Как они мне нравятся, конечно. Могли бы не нравиться. О, Брюсик, Брюсик. Наконец-то ты пришел, друг мой. Друг мой, любимый мой друг Брюсик, как же я тебя ждал. Ты не представляешь. Ну, он хотя бы не сидел в кустах. Хотя бы. Хотя, мне кажется, он сидел на краю зоны. Но это не точно. Возможно, просто лутался под домиком после того, что там осталось от противников, которых мы победили. Ну, вот такая вот изи-победка. Вот такой вот сегодня прекрасный капибар. Ну да, 13 уровень, тащит все, что движется. Ну, могли бы, на самом деле, меня развалить. Были варианты иногда. Но противнички этого не смогли сделать. Поэтому мы изи-победы залутали. Ну и плюс повезло немножко с командой. Были все-таки в небольшом количестве, но хорошие игроки. Поэтому побед было больше в этот раз, чем обычно. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.